Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на февраль 2026 года. Что откроется, что прояснится в феврале, давайте с вами узнаем. И цыганский старинный пасьянс нам расскажет, на пороге каких событий вы стоите. Быть может, это те события, которые с первых дней февраля случатся, произойдут в вашей жизни. Ну, конечно, останемся реалистами, всегда об этом напоминаю, потому что любой расклад о личной истории каждого из вас не расскажет, но может помочь рассмотреть альтернативный вариант. Помним, что жизнь наша, увы, не бывает полностью предсказуема. И то, что мы на данном этапе жизни не предполагаем, оно тебе как будто свалилось на голову. Вот давайте посмотрим маленькие карты цыганского старинного пасьянса. Никогда не знаешь, что там совпадет у них. Итак, на пороге каких событий вы стоите? Я должна сказать, что у нас Уран 4 февраля, то есть это уже совсем скоро, перейдет в прямое директное движение, и многие вопросы как будто ускорятся. Но, по крайней мере, будет уже ясность наступать. Что-то будет проясняться. Не обязательно, что прям вот будет все на 100%, как мы этого хотим. Но, тем не менее, тут, знаете, тут действительно две какие-то важные темы у вас проясняются, похоже, по части личной жизни, конкретно, по части у кого-то недвижимости. Или вот подкова здесь семейное счастье, но тут еще и деньги. Вообще таких два очень емких и добрых значения. Но в нашем пасьянсе мы можем соединять, напомню, карты, которые находятся в крайних рядах, выпадает нож. Я не исключаю у кого-то из ссора. Может быть, она была когда-то, да? Или карты. Мы ведь смотрим то, что мы должны предупредить, правда? Может быть, с вами и не будут согласны, и кому-то из вас придется вот важные разговоры, да, проводить с людьми. Тут самое главное, знаете, какую-то картинку не испортить, мне так думается, потому что очень два добрых значения. Сколько бы мы есть такие вопросы, сколько бы мы в них не настаивали, если словно, ну, не все от нас зависит. Ну, так и что там, пытаться что-то, да, как будто преодолевать. Иногда есть вещи, которые попросту нужно отпустить. А тут еще и молния у вас. Ну вот, похоже, для вас февраль будет такой динамичный. Сама по себе как новость, быстрое известие. Может быть, и вам вы уже какие-то истории уже так, знаете, думали: "Ну, у меня это не случится". Или, допустим, какое-то дело у меня не получится осуществить. Может быть, это ваш проект, у кого-то даже рабочий проект, потому что деньги буквально, стало быть, финансы, откуда они к вам приходят. Вот здесь, скорее всего, либо известие, которое соединяет где-то вопросы и денег, и нашего благополучия, буквально дома, семьи, то вот от этой новости вам, может быть, и придется быстренько себя собрать как будто и куда-то съездить или по инстанциям что-то согласовывать. Мы еще тут можем и переписывать какие-то документы. Мы вот как раз в этот период до 26 апреля максимально как будто должны для нас самих сделать свою жизнь более понятной. Это раз, организовать по-новому это два. И все об этом говорят карты пасьянса. Идем с вами дальше. Что же там для вас на пороге каких событий? Ну, вообще такие события ёмкие, добрые. А вот смотрите, увы, у кого-то из вас, смотрите, сердце, но у нас в начале нож. Не рядом расположены эти значения, поэтому это может означать для кого-то прежнее разочарование или прежняя какая-то история грустная, может быть, и по части личной жизни. Ну, значит, у вас тут что-то меняется, какая-то конфигурация. Значит, мы отстроим другую или построим, да, другого плана, может быть, личную жизнь, может быть, с другим человеком, может быть, выйти из одиночества, проститься с разочарованиями, с этой душевной, сердечной болью, мои дорогие. Я такое тоже допускаю, потому что противоречивое вроде, да, израненное сердце это с ножом означает, но тем не менее у нас же выпадает семейное счастье. И значит, у кого-то может быть и так. Это вы долгое время вот в этой боли находились. А теперь это отпускает. Теперь это не имеет значения. Оно уже как будто не цепляет. И
Может быть, вы будете расширять как горизонты общения, кругозоры свои, да. Может быть, позволите себе знакомиться с новыми людьми. Конечно, замечтаться мы не должны, это понятно. Но и превращать себя в монахов, наверное, тоже. Тот, кто живет в реальной жизни и, ну, исходит из того, что мы пришли в этот мир не перевоспитывать кого-то. Мы можем только наших детей воспитывать, и то в раннем возрасте, да, а потом постарше уже как-то сложнее, а уже взрослые, ну, они уже сами себя воспитывают. Но для кого-то из вас это правда. И по части вот именно, может быть, даже занимаясь делами, да, какие-то вопросы решая, вы тоже, как знаете, таким свежим взглядом, как ветер перемен какой-то у вас наступает, или вот такое свежее дуновение ветерка, да, или как предвкушение какой-то весны, когда вот теперь разочарования заканчиваются. Вы люди интуитивные, доверяйте своей душе, своему сердцу, потому что у вас сейчас очень сильная позиция. Корона — символ власти. Поэтому и ваше положение, в общем-то, нам об этом и говорят. Какие-то правильные диалоги. Если вы проведете, вы останетесь более чем довольны. Но и с другой стороны, это могут быть контакты с вышестоящими организациями, может быть, даже по части работы больше именно в феврале будет каких-то согласований, контактов даже с руководством. Кто-то задумается строить карьеру, кто-то просто убедится из вас, насколько на самом деле вы многое можете. Может быть, даже если предыдущий какой-то период у вас был, ну, так знаете, когда ни шатка, ни валка, непонятно, что происходит. Но это, похоже, тоже подходит к концу. Смотрю, пока с вами разговариваю, что мы можем еще соединить. Потому что в нашем пасьянсе мы можем соединять то, что по вертикали и по горизонтали. И вот, наверное, все то, что я долго говорила, вот эти часы — это добрые перемены, а рядом у нас и подкова, и деньги. Поэтому в сторону благополучия, поворот. И пространство вам буквально как в этом помогает. Здорово на самом деле. И даже если было это разочарование, мы можем еще с вами соединить на смену прежним каким-то непонятным отношениям или те, которые вас, ну, может быть, как обесточивали, да, можно тут встретить совершенно другого человека. Прочный союз. Можно и помириться, конечно, для тех, кто был в ссоре. Почему нет? Прекрасное время. Нейтрализовать какой-то конфликт. Или для кого-то из вас, даже для людей, может быть, семейных, если были какие-то, ну, непонятки, да, тут все равно семейное счастье, значит, все как-то вы во всем разберетесь сами, но и высшие силы вам помогают, это правда. Хотя вот будет периодически накрывать желание, знаете, как покопаться в самом себе. А что ж там было раньше? А почему не так? Сердечная тяжесть — это не есть конкретика, это именно сердечная тяжесть. Вот время избавиться от нее, перемены, мои дорогие. Но и себя туда не загнать насильно. Ну, на самом деле, так ведь тоже бывает. Ладно, давайте пойдем дальше. И если мы спросили, что откроется, что прояснится в феврале, мы сейчас узнаем у карт Таро. Так что же там откроется? Может быть и неожиданно. Может быть, как правда. Кто или что появится неожиданно. Может быть, связано с человеком или с какой-то новостью. И что же там прояснится в конечном итоге? Что же там прояснится? Может быть, дела, работа, бизнес, документы, учеба, у кого что? Что ждет в деньгах? И что ждет в целом личная жизнь? Как? Хотя нам тут уже сказали, смотрите, мы ведь смотрим на февраль, поэтому меняется с первых дней февраля сама по себе как конфигурация вашей реальности. В сторону плюс, безусловно, нам об этом. Так что ж там откроется? А вот для кого-то буквально знание закона или власть, да, это где-то, ну так, символично. Почему? Потому что по королю мечей идет эксперт. Конечно, мы все разные. У кого-то из вас это будут вопросы, которые связаны напрямую, может быть, со здоровьем, потому что узкие специалисты идут. Узкие специалисты бывают врачами, но это люди, работающие с металлом. Иногда это люди в погонах и юристы, адвокаты,
чиновники, то есть официальные лица. Это все те люди, которые работают по приказу. Они знают свое дело, они знают свою профессию, они нам где-то помогают или оказывают какое-то содействие именно в рамках своих полномочий. Всегда эксперт. Может быть, у кого-то буквально что откроется. Был какой-то человек, а может быть и, кто знает, а может быть и знакомство. Или был человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы Весы Водолей, или имел там асцендент. Может быть, либо сам человек вам какую-то правду откроет, да, или вот как специалист, который я перечисляла. А для кого-то это может быть и так, что, ну, вы узнаете, может быть, какую-то правду именно о таком человеке. Так что же там откроется, может быть, неожиданно? Возможность какая-то приходит. И я тут больше вижу, правда, вы можете согласовывать какие-то документы и такие согласовать, внести ясность в свою жизнь, потому что, ну, к примеру, даже идем за консультацией к юристу, мы хотим понимать, как в отношении нас работает закон, и тогда для вас четче будет какая-то картина. Другие тогда возможности будете рассматривать. Допустим, одно что-то сделать нельзя, или в каком-то одном формате, ключе, как вы это себе представляли. Тут вот явно, знаете, давайте подведем такой своеобразный итог. Иногда это, кстати, бывает и документ тоже. Иногда это бывает получение денег, у кого-то откроется, да, если это было актуально. Кто-то кредит закрывает, кто-то, наоборот, ипотеку, может быть, хочет взять. Но так вот, если обобщенно, если мы спросили, что откроется, вот какая-то возможность к вам приходит именно путем, когда вы и сами готовы что-то пересмотреть, передумать, и вам как будто нужный человек, ну, наверное, высшей силы. Ну, все в нашей жизни не случайно, поэтому могу так судить, что, вот эта молния может означать, что вы какой-то вопрос уже даже не надеялись как-то продвинуть. Может быть, он давно стоит на какой-то паузе или какие-то неопределенности. Но вот здесь действительно что-то прояснится. Какая-то тема абсолютно точно будет прояснена, а дальше вы будете решать, нужно вам это или нет. Но тут возможностей больше, потому что сама по себе карта больше возможностей. А для кого-то что откроется? Вам, чтобы что-то открыть, ну, будем говорить, узнать или разузнать, вот вам не надо сидеть самому по себе где-то, да, а пойти к юристу, к врачу или дома надо ремонт сделать. То тут тогда карты говорят, ты за что-то тоже не берись, лучше обратись к знающему специалисту. Вот для кого-то и такая подсказка. Кто или что появится неожиданно, сама по себе карта, но она может, кстати, неожиданности, причем те, которые скрываются в тени. Но у вашего знака зодиака с этим светилом свои отношения, потому что это ваша как планета-управитель. По Луне слушайте интуицию. Кто-то из вас, знаете, как есть какой-то проект или был, может быть, долгое время не развивался, или была какая-то ваша задумка, а вот оно все время что-то не состыковалось. И вы можете даже получить какую-то новость, а вот и правда, я уже об этом думал или думала. И то, что вот именно эта тема, она каким-то образом будет для вас важна. Но я точно так же могу предположить, кто-то, мои дорогие девочки, кому это что откроется, да. И мы спросили, как будто новость, да, тоже есть, и по пасьянсу также. Так вот, для кого-то из вас, да, что или кто появится неожиданно. Может быть, это новость, когда вы понимаете, что вы ждете ребенка. Ну, соответственно, возрасту и поставленным целям, будем говорить. У кого-то это вопросы дома, потому что иногда по Луне именно вопросы дома. Что или кто появится неожиданно. Вы можете буквально или раньше предчувствовали, кто-то хитрит, кто-то что-то не договаривает. Может быть, вот эта консультация со специалистом или сами какие-то вы там догадки строили, то вот теперь появляется и новость, может быть, и консультация, и что-то у вас встает на свои места. Вы можете делать очень важные выводы по некоторым людям. Понимаю, что вас водили за нос. Кстати, я этого тоже не могу исключить. Но это мы уже, знаете, просто становимся более внимательны. Тут мы по семерке мечей где-то сами должны режим хитрости и мудрости одновременно включить.
И по пажу пентаклей кто-то будет выходить, просто выходить из какой-то мутной, сложной ситуации, где некоторые персонажи пытались вами манипулировать. А для кого-то из вас, и я такое тоже допускаю, пажи — это у нас опять же вестники, и иногда дети, да, вопросы семьи, детей, и, может быть, пусть даже это взрослые дети, какая-то весточка, или, может быть, у ребенка, у вашего, даже взрослого, был какой-то запутанный вопрос, вы долгое время переживали, да. Вот здесь все равно как будто вам известие приходит, что или кто появится неожиданно. Но, наверное, больше тут касается каких-то дел, потому что шестерка пентаклей, она все-таки материальная карта. Дела, которые могут быть как раз сопряжены, кстати, с финансами у вас. Про финансы, да, и туз пентаклей, и шестерка пентаклей — одна из лучших карт колоде на деньги. Вообще, это карта финансового успеха. Но мы также говорим помощь высших сил. Это, знаете, очень гармоничный баланс. Поэтому и вы можете как уйти от людей, которые, знаете, всегда 2 пишут, а еще 3 в голове держат. Значит, вы, никому ничего не говоря, вот так красиво, элегантно, незаметно. Здесь, я иногда добавляю по карте Луна. А, Будьте как будто внимательны, потому что придется договариваться с хамелеонами. Люди вам всю правду не говорят, поэтому и вы не будьте открытой книгой. Здесь может быть такой момент у кого-то по финансам. Внимание! К вам мы все-таки спросили, что или кто появится неожиданно. К вам кто-то может обратиться за деньгами, примите это тоже к сведению. Но все-таки шестерка пентаклей — это та карта, которая, знаете как, божественной помощи для нас. Поэтому у кого из вас сложный вопрос финансовый, вы его сумеете решить. Да, вам самим нужно быть вот в этом режиме, да, тут где-то не замечтаешься. Но как будто есть и люди, может быть, в вашем окружении, или, как его величество, случай, может быть, с нужным человеком сводит, или вы сами ищете какие-то контактные лица, чтобы решить какую-то свою тему. Вот здесь вам и двери открываются, и нужные люди появляются. Но когда заходит речь о финансах, когда у вас люди просят долг, эта колода Чиро Маркетти, вот смотрите, как он здорово прорисовал. Руки тянутся за деньгами, дай, да. Помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Кумулируйте. У вас сейчас деньги, которые к вам поступают, они вам просто, знаете, вот как кровно заработанные и необходимы. Их обязательно нужно на какой-то последующий момент иметь. И неважно, какую вы там заначку сделаете, они вам явно пригодятся в будущем. Что прояснится? Пара. У кого-то сложные отношения. У кого-то может быть та ситуация, когда вы настроены от чего-то отказаться. Или, в принципе, вы будете те выборы делать важные, причем делать так очень рационально, холодно. У вас это вообще, посмотрите, никаких эмоций. У вас вообще эмоций нет, мои дорогие. Даже странно, да? И пусть тут где-то по Луне это наши размышления могут быть, но нас предупредили, ты уже где-то не окунись, да? Но по королеве мечей, как известно, прообраз Юдифи отрезала так отрезала, поэтому и вы словно будете отрезать ненужное, малозначимое, то, что вас тянет назад, то, что вас заставляет страдать, может быть, мои дорогие, так. И именно потому, что вы себя где-то ресурсными чувствуете, или когда, вот мы говорим, это, знаете, и бодрость духа, и, в принципе, какая-то наша более стабильная позиция. Вы можете интуитивно это тоже чувствовать, что я или сейчас каким-то вопросом должен или должна разобраться, или эта какая-то тема будет тянуться еще долго. Поэтому кто-то может красиво выходить из тех отношений, которые напоминали качели. Да, вы будете отказываться, я вам сразу скажу. Где-то настройтесь, людей будет много достаточно. И это могут быть те люди, которым вы долгое время помогали. Или, мои дорогие, вы в чем-то участвовали. Вот участвовал и участвовал. Или впряглась в какую-то тележку, вот и тяну я этот воз. И все привыкли, как будто так и надо. А по семерке жезлов вот привыкли, они пытаются дальше нас достать. Обратите внимание. На всякий случай вооружился жезлом наш герой, но он никому не парирует. И карта нам говорит, как будто отступи полшага назад. Пусть они сами разбираются. Не участвуй в чем-то, иначе ты потратишь время, потратишь деньги
впустую. Тут и люди тебе все не расскажут, поэтому, может быть, об этом тоже нужно где-то подумать, понимаете? Или это касается денег, да, не просчитаться, в долг не давать. Расскажут тебе, может быть, кому-то и тяжело, я допускаю, сейчас многим тяжело. Это на самом деле так. Но у вас время подумать о самом себе или самой себе. Дела, работа, бизнес, что же тут? По пажу жезлов тут тоже могут быть некоторые новости для кого-то из вас, обучение. Неважно, какого рода обучение, может быть, кто-то новую технику какую-то осваивает, новый метод, новый график работы, может быть, и так. А кто-то дополнительный доход ищет и найдет, и, может быть, для этого нужно чему-то обучиться. Или какое-то ремесло, может быть, вы захотите освоить. Причем вы можете даже в течение февраля прийти к этой мысли совершенно случайно, что вот именно теперь пора вот какой-то ресурс свой добавить. Может быть, это то, что вы и прежде чем-то занимались, да, но вы на это не делали ставку или вы не рассматривали как способ дохода. Вот здесь вы на что-то решаетесь, потому что по пажу жезлов это точно мы готовы изучать и идти дальше. Это элемент новизны, это, знаете, хорошее настроение вообще по части достижений работы. Тут вас что-то будет вдохновлять и, знаете, так в хорошем смысле цеплять, но как двигатель прогресса. Но для кого-то это еще и может быть как либо предложение или услышанная новость. Может быть, просто новость, информация, после которой вы себе скажете: "А почему бы и нет? Дай-ка я попробую". С чем это связано? Потому что какая-то история прежняя влюбленная, да, это всегда карта выбора. И если мы уже говорим на дела, работу, бизнес, вы, скорее всего, уже была какая-то тема, которая вас не устраивала. Вот вы тоже тут можете как что-то подводить к финалу, да, может быть, что-то завершать. Но для кого-то эта карта может и означать: была одна работа, а теперь вторую я буду рассматривать. Может быть, работу на дому, кстати, может быть и так, как дополнительный доход. Давайте спросим еще, что же это еще происходит. А кто-то вообще, правда, как будто уйдет именно в удаленную работу или будет видеть в этом перспективы. По девятке жезлов мы так себя и бережем, ну и аккуратные шаги мы делаем. Здесь не говорит нам карта о том, что мы куда-то торопимся. Нет, ни разу. Но и выводы-то тоже вы делаете. Все же вот, хоть и говорит старший аркан, сепарация – это только иллюзия. То есть мы тут договариваемся, соединяем какие-то важные беседы, дипломатия, безусловно. Без этого на лад не пойдет. Но и есть те вопросы. Карта говорит, ты сделал все, что мог. Поэтому не пытаться, как в реку, войти дважды. Если в каком-то деле, вопросе, ну, вы уже точно знаете, что, ну, не стоит продолжать, потому что эквивалента нет. К примеру, это когда вы кому-то помогали. Вам обещали за эту работу заплатить, может быть, или какие-то бонусы, а потом забыли. Вот тогда вот вам туда не надо, это точно, потому что тут вам буквально и опыт какой-то помогает, и опыт, знания. Уже какая-то даже вам, знаете, что помогает? Какая-то ситуация со знаком минус. Когда вам хотелось, и, может быть, так вы и сделали, как закрыться от всех. Может быть, и были какие-то разочарования. Вы могли себе признаться даже: "Нет, я была или был в каких-то иллюзиях, я что-то неправильно видел или чего что-то упустил". Потому что это у нас как бы девушка, да, она прорисована вот так реально. А вот герой, рыцарь – это только образ. Что в деньгах? О, шикарно. Деньги, мои дорогие. Или какая-то стратегия финансовая. Кто-то из вас вообще больше именно финансы. Ну, так, может, складывается по работе, по вашим желаниям. Может быть, и по части творчества тоже среди вас много творческих людей. Так вот, аркан Солнца может говорить о каком-то своеобразном прорыве или важных решениях. Конечно, это может быть и, кстати, вот монетизация какого-то проекта, или пусть это новое ремесло, или пусть у кого-то начинается именно с обучения. Тогда это не обучение ради любопытства, а которое вам будет приносить деньги. Это есть какой-то проект, который вы будете развивать активно, как минимум 6-8 месяцев. Конкретно карта об этом говорит. Уделять этому максимум внимания, поэтому где-то настройтесь
И у вас тогда все получится. Вам действительно нужно как и определиться с чем-то, и потом не отказаться, понимаете? Как будто не предать самого себя, на кону ваше солнце. И финансы все таки да. Вот я тут сказала вскользь, будьте внимательны к финансам, что-то не прошляпить. Ну, вот как в долг не дать. Но, может быть, иная какая-то финансовая ситуация. Нельзя вас, самих себя, а у вас может такое быть. Вы очень добрые люди. Поплакали вам в жилетку, и, может быть, вы где-то, забыв о себе, и из последних средств, сил кому-то помогли. Но тогда вот, ну, не время в 2026 году. Вам время думать о себе. Иначе, знаете, как это работает? Нас как будто пространство, Вселенная может отбросить назад, а потом еще раз заставить пройти какой-то жизненный этап, как повтор, как жизненный опыт. Снова, чтобы сдать жизненный экзамен опять. Поэтому сами себя туда не помещайте, мои дорогие. Правда, вы тут ищете какой-то выход, вы находите. Кто-то, может быть, по восьмерке кубков и в личной жизни, да. У кого-то, может быть, и тема поездки, переезда. У кого-то, может быть, и сложные отношения. Тогда, скорее всего, придется выбирать. И не потому, что ну, кто-то вас заставляет, а вам уже самим не хочется. По этой карте мы четко знаем, не случайно у вас вот тут выпала королева мечей, да, я сказала, отрезала так отрезала. А потому что уже что-то надоело. Вот вы будете уходить даже в вопросах от личной касаемой личной жизни, может быть, и вопросы дома, от всего того, что, ну, оно не имеет перспективы. Мы можем точно так же, знаете, быть на каком-то сложном выборе, может быть, и по части личной жизни или вашей семьи. Вот, ну, тут все так вот не совсем просто. А может быть, кому-то придется сказать, даже родственникам, нет, вот сейчас будет так. Потому что для меня сейчас есть вот четкие приоритеты, и вам будет это сделать тоже очень сложно. Но тогда это сделать как будто необходимо. Ясность нужно вносить в свою жизнь. На кону ваше солнце. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые. Представители знака зодиака Рак, правда, у меня подруга Рак, я вас люблю, на самом деле. Я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Кому интересно, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там весь мой контент я соединяю. И все ссылки я оставлю в описании под видео. А также читайте статьи моего сайта с гороскопами. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.